Когда мать оставила своего младенца на улице, она не подозревала, что его найдет кошка, и то, что животное сделает с младенцем, шокирует весь город. Анастасии было всего 20 лет, но ее жизнь уже была полна трудностей. На ее руках снова заплакал младенец. Она была в отчаянии. Она потеряла работу перед родами, и ей не хватило бы денег, чтобы пережить зиму с ребенком. У нее не было никого, на кого можно было бы положиться. Сергей, отец ее ребенка, начал красть ее вещи вскоре после того, как к ней переехал. Любые деньги, которые она зарабатывала, оказывались в его кармане, а затем направлялись на его наркозависимость. Младенец кричал, и Анастасия взяла его, прижала к груди. Как она могла вырастить ребенка, если она даже не могла позаботиться о себе? Ее жизнь была сплошным беспорядком. Затем в ее голове начала появляться мысль обернуть ребенка в одеяло и оставить где-то, где его обнаружат другие люди. Так у ребенка будет шанс на жизнь, и Анастасия сможет привести свою жизнь в порядок. Она вытерла слезы, убедилась, что младенец чист, завернула его в 2 теплых одеяла и направилась к выходу. В то же время в одном из домов на другом конце города жила пушистая кошка Маша. Она была любимицей среди местных жителей. Она никому не принадлежала, но все обитатели относились к ней так, как будто она была их собственной. Ее кормили, давали игрушки, удостоверялись, что у нее достаточно одеял, где она спала в коридоре. Но сейчас у нее предстояли трудные времена, как всегда, с началом зимы, особенно после первого снега. Ей нравилось бродить по улице, но погода ограничивала прогулки на следующие несколько месяцев, просто потому что снаружи было слишком холодно. Но Маша не беспокоилась, у нее было 600 дверей, по которым она могла постучать, когда ей нужна была компания. Когда знакомая старушка выходила на улицу, Маша выскользнула за ней. Она знала привычки пожилой женщины, старушка будет на рынке немного более часа, и Маша будет ждать у двери, чтобы ее впустили обратно. Маша прокатилась по снегу, ее хвост был строго поднят вверх, и она шла жесткими ногами, как кошка на выставке. Анастасия использовала несколько монет из своей сумки, чтобы оплатить проезд на другую сторону города. Она хотела оставить ребенка в районе с большим количеством людей, и самое главное, это должно было быть место, где ее не заметят. Она вышла на остановке, недалеко от многоэтажных жилых домов. Анастасия прошла по главной дороге примерно километр, а затем заметила переулок рядом с магазином. Несколько минут она сидела на автобусной остановке, оглядываясь по сторонам, держа ребенка у себя на груди. Слезы по-прежнему текли по ее щекам. Когда женщина была уверена, что ее никто не заметит, она крепко обняла ребенка в последний раз и потом положила его на брошенный картон. Ребенок крепко спал, не осознавая страшной картины, в которой он участвовал. Анастасия огляделась еще раз, затем подняла воротник, засунула руки в карманы и направилась к остановке. Она была осторожна, чтобы не вызывать внимания прохожих, но она не заметила, что кто-то еще подстерегал ее поблизости. Маша проверяла переулок возле мясной лавки в поисках крыс. Это было ее любимым занятием, несмотря на то, что в зимнее время это было непросто. Она свернула в переулок, где, как она знала, обитают крупные крысы. Кошка обходила вокруг мусорных баков, когда огромная крыса выскочила из ящиков. Маша собиралась накинуться на нее, как вдруг ее что-то отвлекло. Слева от нее лежала кучка одеял, и на мгновение показалось, что она двигается. Крыса выскользнула из ее лап, но Маша больше не обращала на нее внимания. И тут раздался громкий крик. Маша испугалась, она отпрыгнула назад и выпрямила спину, взъерошив шерсть. Она подошла к одеялам,
когда заметила младенца. Кошка знала, что ей нужна помощь человека. Это беспомощное создание погибнет на таком морозе. Сначала Маша попыталась позвать людей у мясной лавки. Иногда ее там угощали, и она надеялась, что сможет привлечь внимание, но это не увенчалось успехом. Внутри магазина была длинная очередь, сердитые клиенты стремились быстрее отовариться, и никто не обратил внимания на Машу. На улице холодало, и это вызвало у Маши еще большее чувство срочности. Младенец скоро умрет, если она не сможет никого позвать. В этот момент на противоположной стороне дороги Маша заметила ту самую старушку, за которой она выскочила из подъезда. Пожилая женщина возвращалась домой с покупками. Маша перебежала дорогу, не глядя по сторонам. Старушка воскликнула, наклонившись, чтобы поднять кошку, но та отступила. Теперь было крайне важно привлечь ее внимание должным образом. Маша замяукала, устремив свой взгляд на женщину, и начала идти назад, пытаясь заставить ее идти за собой. Но женщина словно не поняла. «Пойдем, Маша», — сказала она, протягивая руку за кошкой. Кошка отступила еще на шаг. В качестве последнего способа она сделала рывок в сторону дороги. Если старушка подумает, что животному что-то угрожает, она, безусловно, пойдет за ним, и, к счастью, план сработал. Обеспокоенная старушка пересекла дорогу. Маша провела женщину в переулок, а затем села рядом с одеялом. Младенец все еще плакал, но он был изнурен. Теперь это был не громкий визг, а слабый стон. Старушка была в ужасе, когда увидела ребенка. У нее в руках был мобильный телефон, и когда она закончила разговор с оператором, она крепко прижала младенца к своей груди, чтобы дать ему тепло. Тем вечером Маша стала героиней жилого дома. Старушка распространила слух о героической миссии кошки, а также вскоре стало известно, что ребенок был полностью здоров. Его вскоре планировали отдать в детский дом, но врачи сказали, что несколько семей уже выразили желание забрать его, несмотря на то, что мать бросила его. В углу коридора Машу одарили угощениями больше, чем она могла съесть за один прием. И ни один человек не проходил мимо, не порадовавшись ей. Маша, несомненно, была самой счастливой кошкой в мире. Дорогие зрители, а вы бы последовали за животным, пытающимся привлечь ваше внимание? Расскажите нам в комментариях. А также, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.